Здравствуйте, мои друзья! Наступило лето, и у нас в Израиле начался сезон вишни и черешни. А это значит, пришло время варить вишневый джем. Готовить я его буду тем же способом, каким готовила абрикосовый, яблочный и сливовый. Нам понадобится килограмм вишни, чистый вес вишни без косточек и килограмм сахара. Нужно помыть вишню и удалить косточки. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. После того, как мы удалили косточки, в сотейник с толстым дном или в кастрюлю широкую с толстым дном нужно налить 2 столовые ложки воды, всыпать подготовленную вишню и 1/4 часть от общего количества сахара, это 250 грамм. Также я добавляю 3 чайные ложки лимонной кислоты. И на огне выше среднего, у меня это 8, индукция, деление на моей плите от 1 до 9. Все время помешиваем, варим джем 5 минут, после чего добавляем опять 250 грамм сахара и продолжаем варить, помешивая. Никуда не отходим, собираем образовавшуюся пенку. Проходит 5 минут, мы добавляем еще 250 грамм сахара. И размешиваем. Никуда не отходим, собираем пенку, мешаем. Лимонную кислоту я добавляю не для вкуса, а для того, чтобы она служила консервантом. И также лимонная кислота мешает кристаллизоваться сахару, поэтому ваш джем будет долго храниться и не засахарится. И всыпаем через 5 минут оставшиеся 250 грамм сахара. Посмотрите, как меняется вид нашего джема. На этой стадии можно убавить огонь до среднего. У меня это 6 индукция. Убираем пенку. Я заранее положила в холодильник блюдце. Мы будем проверять готовность нашего джема, капнув на холодное блюдце капельку сока. И тыльной стороной ложкой нужно провести бороздку. Если края бороздки не сходятся, значит джем готов. Если сходится, нужно добавить 5-10 минут времени варки. Хранить свой джем я буду просто в холодильнике, поэтому я в чистую сухую банку наливаю горячий джем. Если вы хотите хранить джем в шкафу, то нужно простерилизовать банку и крышку, налить горячий джем в стерильную банку и закупорить стерильной крышкой. Пока джем горячий, он жидкий. А теперь посмотрите, каким он стал, постояв ночь. Он остыл, и посмотрите, каким он стал красивым, густым. Вы видите? А ведь мы не использовали ни агар-агар, ни пектин. А посмотрите, какой сок. Он как желе. Я очень вам советую приготовить таким способом джем. Это просто, быстро и получается действительно очень вкусно.